Маленький мальчик, ему только 10 лет. Он находит в лесу лисенка, который попал в капкан. У него очень сильно болит лапа. Саша, так зовут мальчика, помогает лисенку. Он достает его из капкана. Это история из фильма «Мой дикий друг», о котором я вам расскажу в этом видео. Доброго дня всем! Меня зовут Мария. Я преподаватель русского языка и культуры. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы разберем сюжет этой картины. Посмотрим важные и интересные слова, а в конце видео послушаем диалог из фильма. Фильм «Мой дикий друг» вышел в прокат совсем недавно, в 2024 году. Мне очень хотелось его посмотреть, и, наконец-то, в прошлые выходные мне это удалось. Это очень трогательная история, и главная тема этой картины – браконьерство, а также дружба между мальчиком и лисенком. Давайте разберем, что значит слово браконьерство. Это незаконная, то есть запрещенная законом, охота или рыбалка. И человек, который этим занимается, называется браконьер. В фильме браконьеры ставят капканы, чтобы поймать редких животных, продать их и заработать большие деньги. Животные, которых хотят поймать браконьеры, занесены в Красную книгу, а это значит, что они находятся под угрозой исчезновения. Их осталось очень мало, и поэтому их нужно беречь. Саша спасает лисенка, он выхаживает его, заботится о нем, лечит его лапу, кормит. А самое интересное, он читает ему рассказ Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вы помните это произведение «Маленький принц», когда принц приручает лиса, и они становятся друзьями? То же самое происходит и в этом фильме. Саша и лисенок становятся очень хорошими друзьями. Однако, когда лисенок выздоровел и чувствует себя очень хорошо, Саше придется принять очень сложное решение. Мальчик понимает, что лисенок должен вернуться в лес, в свою среду обитания. Саше придется отпустить лисенка, вернуть его в лес, домой. Меня очень тронул этот фильм, особенно меня поразил его конец. Но я не буду вам рассказывать. Посмотрите его сами. Я уверена, что вам понравится этот фильм. Вы можете найти его в YouTube в свободном доступе. А теперь давайте посмотрим важные слова на тему браконьерства. Браконьерство – это незаконная охота или рыбалка. Красная книга – это список редких животных, которых нужно защищать. Капкан – это опасная ловушка, чтобы поймать зверей. Ставить капкан – значит устанавливать ловушку в лесу. То, что делают браконьеры, чтобы поймать
животных. Попасться в капкан – это значит оказаться в ловушке. Браконьеры ставят капкан, а животные попадаются в капкан. Выхаживать – это значит заботиться о больном до полного выздоровления. Приручать и приручить – это значит создавать связь, делать дикое животное своим другом. То, что произошло в фильме, и то, что произошло в книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Принц приручает лиса. Среда обитания – это естественные условия, природа, там, где живет животное. Например, среда обитания волка – это лес. Ну а теперь давайте посмотрим кусочек из этого фильма и разберем диалог. Это телефонный разговор между Сашей, мальчиком, Ниной, его тетей, с которой он сейчас живет, и мамой Саши, которая уехала в экспедицию. Я за него переживаю, если честно. Он тут один все время. Друзей так и не нашел себе. Нина, я тоже переживаю. Очень скучаю. Но мы только под конец экспедиции обнаружили целую стаю дельфинов. Оля, я тебя понимаю, но ты хотя бы не давай ему тогда обещания, которые ты не можешь выполнить. Пожалуйста, потому что он тебя очень ждет. Передашь ему? Передам. Нин, Привет. Мам звонит. мама, Малыш. мамуль, привет. Когда ты за мной приедешь? Привет, мой дорогой. Сашуль, экспедиция оказалась еще чуть сложнее, чем я предполагала. Скорее всего, 30 августа. Как? Это же целое лето. Лето очень быстро пролетит. Вот увидишь. Я сразу приеду. Точно? Я тебе обещаю. Ну ладно, мам, потом созвонимся. Ну что, будем картошку жарить? Ну а теперь давайте посмотрим, о чем же говорят в этом диалоге. Первый кадр, и мы видим тетю Нину, которая говорит по телефону со своей сестрой. Сестру зовут Оля, Ольга, и это мама Саши. Ольга уехала в экспедицию, она изучает дельфинов. И она пообещала своему сыну вернуться рано. Но, к сожалению, она не может. Поэтому она звонит своей сестре, чтобы сказать ей, что она не может приехать рано. И вот что ей говорит тетя Нина. «Я за него переживаю, если честно». Переживать, волноваться. Это значит не быть спокойной. Я волнуюсь, я переживаю, что с ним что-то может произойти. Если честно, это значит, если сказать правду, то я переживаю. Он тут один все время, друзей так и не нашел себе. Этот мальчик, Саша, раньше он жил в Москве с мамой. Но когда мама уехала в экспедицию, она оставила своего сына со своей сестрой в деревне. Поэтому сейчас Саша учится в другой школе, и, к сожалению, у него нет друзей. Сестра отвечает: «Нина, я тоже переживаю, очень скучаю.
Но мы только под конец экспедиции обнаружили целую стаю дельфинов. И здесь несколько слов интересных. Слово «обнаружить». Обнаружить – это значит найти. Мы только под конец экспедиции. Это значит, что когда экспедиция заканчивалась, подходила к концу, наконец-то они нашли, обнаружили стаю дельфинов. Стая – это значит группа. Например, стая птиц. Это когда птицы, много птиц летят вместе. Не одна птица, а много птиц вместе. Вот и дельфины живут не по отдельности, а вместе. Стая дельфин. Оля, я тебя понимаю, но ты хотя бы не давай ему обещаний, которые не можешь выполнить. Пожалуйста, потому что он тебя очень сильно ждет. Нина говорит о Саше и просит свою сестру не давать обещаний, не обещать. Потому что иногда мы даем обещания, но не можем их выполнить. Потому что что-то происходит, какие-то обстоятельства, а человек нам верил. Так вот и Саша, он очень сильно ждет свою маму, он верит, что она скоро приедет, поэтому Нина просит свою сестру не обещать того, что она не сможет выполнить. Передашь ему? Передам. Передать – это значит сказать. Да? Мама Ольга просит свою сестру, чтобы она сказала Саше, что приедет позднее. И здесь появляется Саша. Он подъезжает к своей тете на велосипеде. Он был в лесу. Он был с лисенком, но его тетя об этом не знает. И он зовет свою тетю Нин, потому что ее зовут Нина. Поэтому он обращается к ней и говорит: «Нин, привет, мама звонит», говорит ему тетя. «Мама». Да, мальчик рад. Он берет телефон у своей тети, берет трубку и начинает говорить со своей мамой. «Малыш», так зовет мама своего сына. «Мамуль», так зовет сын свою маму. «Привет, когда ты за мной приедешь?» Саша очень хочет уехать из деревни и очень ждет свою маму. «Привет, мой дорогой. Сашуль, экспедиция оказалась еще чуть сложнее, чем я предполагала. Мама думала, что эта экспедиция будет короче, что она будет легче, да? Но она оказалась сложнее. Скорее всего, 30 августа. Мама говорит сыну, что, скорее всего, она приедет 30 августа. Как? Это же целое лето. Саша должен будет провести целое лето в деревне со своей тетей. Он очень любит свою тетю, но он хочет быть с мамой в Москве. Лето очень быстро пролетит. Пролетит или лето очень быстро пройдет. Вот увидишь, я сразу приеду. Точно? Я тебе обещаю. Ладно, мам, потом созвонимся. Это значит, потом мы позвоним, да, друг другу. Или мама позвонит сыну, или сын позвонит маме, и они потом поговорят. Это глагол «созвониться». Тетя видит своего племянника, и она понимает, что он очень грустный из-за разговора с мамой.
И тогда она говорит ему такую фразу: ну что, будем картошку жарить, да, чтобы как-то его поддержать, чтобы как-то ему помочь в этой ситуации. И они пойдут жарить картошку вместе. Материалы к этому видео, этот диалог, а также слова я оставлю в группе в Telegram, так что приходите и скачивайте. На сегодня это все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и что вы захотели посмотреть фильм «Мой дикий друг». Я вам очень его рекомендую. Пишите в комментариях, будете ли вы его смотреть, а может быть, вы уже посмотрели этот фильм раньше. А я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До следующего видео.